Здравствуйте, зрители моего канала. С вами Срібний Скруч. Ну что ж, сегодня будет канадская монета, посвященная столетию Елизаветы II. Это 4-я монета из моего сета, который я собрал к столетию Елизаветы II. Предыдущие монеты и обзоры на эти монеты вы могли видеть в предыдущих видео. Сегодня 4-е заключительное видео. Ну что ж, приступим к обзору монеты канадской. В данном случае мы видим классический дизайн коробки от Canadian Mint. Распакуем коробку. Итак, мы видим футляр монеты с логотипом Royal Canadian Mint. Коробка выполнена в виде ракушки с кожи зама, мягкая поверхность у футляра. Ну что ж, откроем нашу магическую коробку. В ней мы видим саму монету. Сейчас мы на нее взглянем поближе. Посмотрим на сертификат. Итак, что у нас в сертификате? Ну, как всегда, информация о монете самой. Монета выполнена из 4 девятки проба серебра весом 23,17 грамма, размер 36,07, диаметр. Немножко информации о самой монете. Ну, о самой монете я вам все расскажу. Что еще здесь есть? Подпись директора монетного двора. Общий тираж монеты 17500. И ее личный номер это 9497. Вы видите. Вот порядковый номер монеты и общий тираж. Ну что ж, больше тут интересного ничего нету. Перейдем к самой монете. Отложим в сторонку. Итак, сама монета. Монета находится в бархатном ложементе черном, что подчеркивает серебро. Итак, перейдем к самой монете. Что мы видим на монете? Монета, хотя и вроде бы кажется, это не унция серебра, а только 23 грамма серебра.
Она является одним серебряным канадским долларом. Это юбилейный выпуск канадцев, посвященный столетию Елизаветы II. Итак, что мы видим на этом реверсе? Глубокое Черное озеро. Канадцы тоже умеют его передать. Монета выполнена в качестве пруфа. Дизайн этого реверса именно создан художником Стивеном Розатти, что посередине мы видим канадскую брошь в виде кленового листа. На кленовом листе находятся бриллианты. Это очень знаменитая канадская брошь, которую любила королева одевать на свои визиты в Канаду. Немножко истории. Эта канадская брошь была подарена Георгом VI своей супруге в 1939 году и стала символом глубокой связи монархии с Канадой. Над ювелирным изделием самим вы видите расположены даты столетия 1926 и 2026. Над датами расположены шифр, и над шифром королевским расположена корона святого Эдуарда. Очень символичная и красиво сделанная монета. Полюбуйтесь на нее в блеске. Черное поле пруфа. Под листом мы видим надпись «Канадский доллар». Что еще и чем примечательна эта монета? Она примечательна несколькими вещами. По краю монеты это уделено этому очень много внимания. Мы видим изысканный орнамент, в который вплетены 13 кленовых листьев. Этот орнамент, он тоже примечательный. Это геральдические лилии. И 13 кленовых листьев здесь выбраны не случайно. Они символизируют единство 10 провинций и 3 территорий Канады. Таким образом, вся страна словно окружает этот юбилейный символ своим национальным знаком. Очень красивая монета, тонкая работа граверов, красиво выполненная. Полюбуйтесь этой красотой. Но особую ценность еще есть. Ценностью этой монеты в том, что канадцы отошли в ней, чтобы изобразить
портрет королевы на реверсе или несколько портретов на реверсе. Они изобразили отдельно портрет королевы на аверсе. Сейчас мы перейдем к аверсу. И вот здесь мы видим портрет Елизаветы II. Чем примечательный этот портрет? Канадцы не изображали в 26 году Чарльза III на этой монете. Они отдали полную дань королеве Елизавете II в этой монете. На монете присутствует только геральдика королевского двора, брошь и сама Елизавета. Все внимание в этой монете уделено только ей. И чем уникален этот портрет? Портрет канадской художницы Сюзанны Блант. И чем он уникален, что он использовался только на канадских монетах. Изображает королеву без короны, что символизирует более личный и близкий образ монарха для канадского народа. Монета является значительным историческим артефактом. Она прекрасно дополнила мою коллекцию. Мне эта монета очень понравилась. Прекрасная монета. Несмотря на то, что у нее довольно-таки большой тираж, 17500, но монета прекрасно дополнила мой сет из 4 монет. Монета сочетает в себе строгую государственную символику и изящное ювелирное украшение. Еще раз взглянем на этот реверс. Очень красивый реверс. Геральдические линии, лилии, в которые вплетены 13 кленовых листьев. В центре канадская брошь, которую Елизавета одевала, когда посещала Канаду. Очень красивая монета. Гурт классический, ребристый. Ну что ж, это было последнее видео, посвященное Елизавете II и ее столетию. Вложим монету в ложемент. На фоне этой монеты вы видите полностью мой сет из 4 пруф монет, посвященных Елизавете II к ее столетию. У каждой из этих монет есть видео на моем канале, вы можете взглянуть. Ну а сейчас я вам быстренько покажу весь этот сет. Вот это вторая монета от Пертминта, посвященная столетию Елизаветы II. Отложим в сторону. Вот это третья монета. Это монета от австралийского монетного двора РАМ. И четвертая монета
от английского монетного двора Royal Mint. Вот такой сет в 26 году мне удалось создать, посвященный королеве Елизавете II к ее столетию. Я думаю, вам понравились эти монеты. Это лично мой сет, собранный от разных монетных дворов. Я считаю его законченным. Каждая монета дополняет друг друга, переданы все качества королевы, что она любила, вся ее геральдика, все ее портреты. Все есть в этих 4 монетах. Ну, кто желает, может посмотреть подробно на канале о каждой из этих монет. Если вам понравился мой сет, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Будут еще интересные монеты. Всего хорошего. Всем удачи.